Федор Басманов – любовник Ивана Грозного. Период правления Ивана Грозного оценивается крайне полярно, в зависимости от политического вектора. Во времена диктатур он предстает сильной личностью, которая собирала страну и железной рукой давила крамолу. В более либеральное время Грозный – это сумасшедший палач, ради своих прихотей убивавший невинных и разоривший хозяйство страны. При нем присоединили ханство, устранили конкурентов Москвы, но одновременно утопили в крови целые города, сделали произвол и насилие способом правления, проиграли крупные войны и довели экономику страны до краха, что привело к смутному времени в дальнейшем. Личная жизнь Грозного также предмет крайне противоречивый. Это и 8 жен царя, каждая из которых становилась героиней отдельной трагедии, его забавы с доставляемыми ему молодыми девицами, а также сведения о гомосексуальных страстях царя, которые по накалу затмевали все его прошлые браки. О Федоре Басманове, любовнике царя, пишут сразу несколько лиц, естественно иностранцы, которые могли издать свои наблюдения без русской цензуры, которая яростно уничтожала любые порочащие сведения. Андрей Курбский, диссидент и невозвращенец той эпохи, в личной полемической переписке с царем Иваном, прямо называл Басманова царевым любовником. Иван Грозный, споривший с Курбским по каждому пункту, почему-то оставил эту реплику без внимания. Федор был молодым опричником, как и его отец и брат. Очень быстро он стал одним из телохранителей царя и оттого так близок к трону. В те времена и родилось между ними то, от чего Басманова будут попрекать иные, дескать, отец твой служит царю пользою, а ты гнусной содомией. За слова в таком духе был схвачен и казнен князь Дмитрий Оболенский-Овчинин, который по молодости лет не сумел удержаться в ссоре от такого аргумента. Басманов моментально поднялся в своем положении, отличился при обороне Рязани от татар, собственноручно в храме низложил митрополита, сорвав с него одежды и изгнав на улицу. В 1569 году вообще стал главой опричного воинства. Крайне странный карьерный взлет для довольно заурядного рода. Его описывают как молодого человека утонченной красоты, которую тот всячески поддерживает дорогими одеяниями, украшениями, изящными, почти женскими манерами. Эту андрогинность он подчеркивает изысканными плясками в женском платье, как мальчики-наложники в Турции и Персии тех лет. При этом он искусный интриган, хороший воин, но явный садист, всех своих фаворитов и конкурентов. Он рано или поздно подводил под гнев царя, что означало смерть. Как удалось склонить Ивана Грозного к гомосексуальным связям, доподлинно неизвестно. Но в среде опричников они были крайне распространены и являлись едва ли не отличительной чертой их войска, во всех смыслах стоящего в другой стороне от обывателей. Однако предок Ивана, Василий III, прославился тем, что не мог исполнять свой мужской долг с женой, если рядом с ним не находился бы голый стражник. Обычно это был один из дворцовых сотников. Елену Глинскую вскоре это перестало смущать, и поползли слухи, что настоящим отцом Ивана Грозного был один из дворцовых стражей. Первые любимцы Иоанновы, вельможа Алексей Басманов, воевода мужественный, но бесстыдный угодник тиранства, сын его, крайчий Феодор, прекрасный лицом, гнусной душою, без коего Иоанн не мог ни веселиться на пирах, ни свирепствовать в убийствах, так писал Карамзин. Альберт Шлихтинг, около 7 лет, находившийся при дворе царя Ивана, в 1570 году написал на латинском языке сочинение «Новости из Московии», сообщенные дворянином Альбертом Шлихтингом о жизни и тирании государя Ивана, где не преминул упомянуть, что царь злоупотреблял любовью этого Федора, который подводил всех под гнев тирана. Александр Гванини упоминал, что один московский вельможа был казнен за упрек Басманову, мол, служит Федор царю гнусную содомию, в то время как сам вельможа и его предки служили с пользою для государя. В чем заключалась польза, источник умалчивает. Генрих Штаден, царский опричник и автор записок о Московии, писал, что Алексей Басманов и его сын Федор, с которым царь предавался разврату, были казнены. В кровавой бане последних лет правления Грозного, Басманов и сам стал жертвой подозрительности царя. По доносу, что Псков и Новгород хотят перейти под власть польского короля, лидерами заговора обвинялись и семья Басмановых. Отца и сына Басмановых бросили в темницу. По легенде, царь приказал Федору доказать верность и убить своего отца, что тот и сделал. На это Грозный вдруг ответил: «Предал отца, предашь и меня». После чего имя Федора Басманова исчезает из упоминаний.
Скорее всего, его заслали в монастырскую тюрьму, где он и сгинул без вести, однако став единственным из руководителей опричников, кого не казнили напрямую. Вопрос о государственном порядке превратился для него в вопрос о личной безопасности, и он, как не в меру испугавшийся человек, начал бить направо и налево, не разбирая друзей и врагов. Опричнина, с его точки зрения, подготовила действительную крамолу в смутное время. Ключевский о Грозном. Федор и Грозный стали одним из символов глубочайшего кризиса и разложения Московской Руси, которая, истратив силы и ресурсы на борьбу с призраками, породила чудовищную модель государства-монстра, неспособного на развитие и лояльность подданных. Оно сгинуло в смутное время, но сохранило отдельные элементы до наших дней. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал или пишите свое мнение в комментариях.